Всем привет из Иерусалима! Сегодня мы встречаемся в парке Теди. Это прекрасное место прямо у стен старого города, рядом с торговым променадом Мамила, по соседству с деревней Давида. Место очень живописное. Дорогие друзья, в прошлом нашем видео мы были в Тель-Авиве и развлекали нашу внучку водными процедурами на море, морскими процедурами, но сегодня мы в Иерусалиме, а в Иерусалиме моря нет. Но поскольку дети любят водные процедуры, мы пришли сюда, в парк Теди. И здесь есть фонтан Хассельфельда, где у детей, всех желающих, есть возможность повеселиться, порезвиться в его танцующих, прыгающих струях. Сейчас мы пойдем туда и посмотрим, чего же стоит этот фонтан. Хоть мы и торопимся успеть включение фонтана, но мимо этой скульптуры мы не пройдем. В 2013 году появилась здесь и эта скульптура. Это земной шар. Смотрите, какой он металлический, зеркальный. И в самом центре земного шара, что мы видим? Написано Иерусалим. Вот он, центр мира. А здесь Африка, а здесь Европа, а здесь Азия. Это карта 16 века. То есть не сама это, естественно, это ее копия карты 16 века. Она у нас изображена также есть еще возле муниципалитета. И вот я буквально в центре земного шара в Иерусалиме. Вернее, мы. Этот парк и туристическая достопримечательность, и место встречи израильтян. И можно сказать, что это место, где старый Иерусалим встречается с новым. Здесь не так давно появился парк в память о многолетнем мэре Иерусалима Теди Колеке. Начиная с 1965 года по 1997, Теди управлял Иерусалимом на посту мэра. Его называли величайшим застройщиком Иерусалима со времен царя Ирода. Каждый круглый час фонтан включается. Осталось всего несколько минут. Как видите, дети уже готовы носиться в веселых струях воды. Днем дети бегают среди струй воды, а вечером фонтан предоставит вам музыкальное световое шоу. Итак, каждый круглый час фонтан включается к радости детей. Это место находится в ущелье. И ущелье это называется Гай Бней Геном, то есть Гена. Гена огненная, которая дальше продолжает свой путь. И парк находится прямо у подножья старого города. Долина сыновей Генома защищала Иерусалим, поскольку Иерусалим находится наверху от захватчиков. Очень удобно располагался город. Так вот, внизу подо мной тот самый фонтан, который мы с вами видели, где веселятся дети, который бьет струями. Этот фонтан был открыт в 2013 году на средства филантропа Хассельфельда. Он так и называется, фонтан Хассельфельда. Это такие танцующий фонтан, бьющие струны, 256 струн. И этот фонтан еще, помимо того, что он танцует, он еще и поет. Это музыкально танцующий фонтан. Музыку для этого фонтана играл наш Иерусалимский оркестр. Там всевозможные собраны произведения разных общин. И вообще здесь, в этом месте, встречаются люди и различных общин, и различных вероисповеданий, и израильтяне, и туристы, поскольку это место расположено, просто как я уже сказала, у подножья старого города. Очень, конечно, живописное.
Вообще сам парк начал обустраиваться еще в 1967 году, практически сразу после того, как объединился Иерусалим после войны, шестидневной войны 1967 года. И называется вся вот эта вот большая эта территория сады Митчелла, Митчелл's Гарден. И вот, то есть начали его обрабатывать в 1967 году, а в 2010 году был открыт парк Тедди в садах Митчелла. Кто такой Тедди? Многие из наших постоянных зрителей знают. Это Тедди Коллек. В общем-то, легендарный мэр Иерусалима, любимец всех иерусалимцев, кто знал его деятельность, который привнес очень много в Иерусалим. При нем Иерусалим расширялся, строился. Это был первый мэр объединенного, можно сказать, Иерусалима. И вот часть парка, в которой мы находимся, она посвящена как раз-таки, это мемориальная часть парка, посвящена памяти Тедди Коллека. Я могу что-то сказать? Говори. Скажи, я могу что-то сказать, говори. Да, Гай. Слушайте, ребята, ну мы, если что, не в Дубае, потому что такие фонтаны тоже есть в Дубае, только на них нельзя купаться. Значит, не думайте, что мы в Дубае, мы в Израиле. У Дубая тоже есть такие фонтаны, которые, ну, всякими песнями, и они такие, о, только они такие, если что, мы Израиль, а не Дубай. А там можно купаться, как у нас детям в фонтане? Да, можно, а в Дубае нельзя. А, у нас можно? Значит, знаете, ребята, что мы не Дубай, мы Израиль. Так что, если вы видите фонтан, где купаются дети, то вы не в Дубае, вы в Израиле. Это то, что хотела вам сказать ребенок. Вывалились в траве, познакомились с котенком, на скульптуру залезть не удалось. Это удивительная скульптурная композиция в парке Тедди. Некие солнечные часы с вот такой большой гранитной плитой, точками. Там внизу есть объяснение очень подробное. Мы еще не до конца разобрались, как это работает точно. Вверху вот есть вот такой круг, и он дает тень. И вот, допустим, цифра 2, это означает сейчас без 22. То есть тень, соответственно, от солнца падает вот в эту точку. Но есть еще вот такие вот отверстия, мы видим. Предстоит разобраться с этой сложной конструкцией. Какой яркий кустик, один здесь такой. Дорогие друзья, мусор не там, где не убирают, а там, где мусорят. Вот побывали тут мамочки с детьми, посидели, покупались в бассейне. И детишки взяли вот это все, вот, что вы видите за мной, оставили после себя все, что хочешь. Пакеты от мороженого, какие-то вот, даже контейнеры с едой здесь валяются, просто вот выброшенные. И родители абсолютно не заморачиваются, чтобы вот собрать это в пакетик, убрать, что-то за собой нет. Ждут, когда придут работники муниципалитета и это уберут. Ну а работники, естественно, не будут спешить, они придут по смене и уберут, когда им, так сказать, начальник скажет. Поэтому вот такие отрицательные тенденции безответственности, без культуры, к сожалению, встречаются. И хотя то, что мы увидели, нас действительно разозлило, как можно мусорить, встать и уйти? Одно из двух, или глаз нет, или совести. Конечно, обидно, что есть и немало таких безответственных и безразличных мамаш, в результате воспитания которых вырастают такие же безответственные и безразличные к окружающему дети. Но все окружающее, и небо, и облака, и растительность, и древние стены старого города компенсировали эти грустные нотки. Но не думайте, что в Израиле таких людей большинство. Слава богу, это не так. Просто это представители определенной прослойки населения. А между тем прошел час, и фонтан опять забил струями. Каждый круглый час это происходит к радости детей. Скажите, но разве можно устоять перед таким просителем? Ладно, бегай как есть, солнце жаркое, высохнешь.
совсем не удивительно, что здесь в Иерусалиме, рядом с суперсовременным танцующим, поющим фонтаном, находится древний археологический парк. Это часть дома начала 20 века. А парк, общее название парка так называется «Дом в долине Гиеном». Дальше есть руины римского периода, византийского и других периодов. А если вы не знаете, что это такое, то вот, пожалуйста, вам прекрасный рисунок, схемой, цифрами, объяснениями на 3 языках: английском, арабском, иврите, всего археологического комплекса работы Шалома Кволлера. Наслаждайтесь, смотрите, познавайте, узнавайте новое для себя. Купальщица вернулась вся промокшая и счастливая. Сохнем на солнце. Здесь на траве, как видите, не соринки. Ну вот и все. Мия начала дурачиться. Очень она это любит. По соседству через дорогу торговый променад Мамила. Идем туда. Время обедать. Всем огромный привет из Иерусалима. Мы вас любим и стараемся подарить как можно больше положительных эмоций. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всего самого наилучшего и до новых прогулок.